Приветик, лисики! Вы на канале Хикикамори. Мне удалось попасть на закрытое бета-тестирование мобильной ММО Dragon Raja, которая официально будет доступна 27 февраля. Dragon Raja — это китайская мобильная MMORPG на движке Unreal Engine 4, в которой нас ждет борьба с драконами. Более того, главный герой, за которого мы играем, является гибридом человека и дракона. На данный момент в игре всего 4 класса. Мастер меча, танк с мечом и клинком, очень мобильный класс, режущий мобчиков налево и направо. Стрелок или ганнер, с пистолетом и большой пушкой. Очень удобный класс для любителей дальнего боя. Может как расстреливать, так и пулять лазером в большое количество мобчиков. Также, как ни странно, ганнер может уходить ненадолго в инвиз и ставить мины. Кажется, разработчики перепутали стрелка с ассасином. Кстати, об ассасине. Он тоже весьма необычный. Можно сказать, это син и маг в одном классе. Может уходить в инвиз, прятаться в большой глыбе, не получая урон, и бить мобчиков как в ближнем, так и в дальнем бою. Четвертый класс — танцор души, являющийся аналогом саппорта. Данный класс всегда сражается с привязанной к нему тенью. Кроме того, очень полезен в пати, так как владеет телепортацией, может останавливать время и превращать врагов в уток, благодаря чему они перестают дамажить. В Китае есть два класса, которых пока еще нет в глобальной версии – кулачник и мастер косы. Кулачник очень сильный класс и, как вы уже наверняка догадались, может сражаться кулаками и пинать врагов ногами. Данный класс сопровождает робот, который может сражаться и получать дамаг вместо хозяина. И последний класс – мастер косы. Данный класс добавили совсем недавно, и информации о нем, к сожалению, очень мало. Мне самой разбираться лень, поэтому просто покажу вам геймплейчик. Кастомизация персонажей. Для мобильной игры кастомизация персонажей очень даже неплохая. Конечно, выбор причесок, вариантов внешности и лица невелик, но создать миленького анимешного персонажа точно получится. Кстати, можно даже шаринганчики поставить. Также есть разделение на мужской и женский пол и отдельный пункт лоли. Естественно, я выбрала няшную лоли. После создания персонажа нас сразу же отправляют в тайгу, где по сюжету после стычки с волками мы просыпаемся в детском доме, рядом с Тянкой, которая пытается нас разбудить. И сразу видим ужасный перевод на русский язык. Словно переводчиком взяли китайца, который переводил все через Bing. Поговорив с Тянкой, узнаем о какой-то важной тренировке, благодаря которой самый лучший ученик сможет поехать на учебу в столицу. Надеваем пальто и играем на гитаре. Кстати, подобного интерактива в игре очень много. Помимо главного героя есть еще несколько детей-гибридов. Их всех обучает старикашка, который в канун Рождества решает их кинуть. И все потому, что детский дом оказался его убежищем, которое раскрыли. По итогу в канун Рождества спецназовцы мочат всех детишек, и остается в живых только главный герой, которого доставляют к другому старикашке. Тут и начинается наша миссия. Мы должны стать сильнее, чтобы уничтожить всех драконов. Вот только какого-то хрена приходится спасать жопки наиболее сильных гибридов, которые меня еще и нубом все время называют. И напоминают, что я тут самая слабая. При этом почему-то попадают в передряги только они. В общем, я благополучно доказываю свою силу, и с A-рангом меня решают отправить в Японию на миссию ранга SS. Собственно, после Японии началась какая-то дичь. Сюжет стал очень скучным, особенно бессмысленные непонятные разговоры NPC, а перевод с озвучкой меня просто добили. You'd better think about what to do tonight. It's not going to be easy. Well, if we can get through this time, don't turn me down. Whoops. Местами крик NPC вообще выходит из-под контроля и оглушает нас. Так что если вы сидите в наушниках, то удачи. На просьбу игроков добавить возможность выбора японской озвучки, разработчики ответили, что это невозможно, ведь их озвучка просто идеальная. Донат. В этой игре очень часто халявно дают красивые костюмчики, что очень меня радует, как Тяночку-борщеварочку.
магазине в основном косметические предметы. Как таковой донат не требуется для того, чтобы сделать топового перса. Но больше всего напрягало огромное количество типичного мобильного гринда. Симулятор нажатий какой-то. Слишком много вещей, которые напугают новичков. 500 веток скиллов, развитий, стихии, партнеры, наемники. Еще игра все время заставляет кого-нибудь добавить в друзья и ублажать NPC подарками. Нафига мне подкатывать к NPC? Я, конечно, хикарь, но это уже слишком. С другой стороны, нам, любителям ММО, к такой дичи не привыкать. Геймплей. Управление достаточно типичное для мобильных игр. Есть как автобой, так и ручной режим. На данном этапе в игре очень много багов, из-за которых сражаться с мобами очень неудобно. Частенько, когда я стою за километр от моба, каким-то образом его мили-атаки все равно легко попадают в меня. А красная зона, из которой я сразу же пытаюсь выйти, оказывается куда более огромной или вовсе исчезает в текстурах. В общем, я всю игру получала в лицо от мобчиков, ведь уклонение тоже работает через жопку. Возможно, эти баги с релизом пофиксят, но это не точно. Положительные моменты. А теперь покажу вам то, что успела и не успела опробовать в игре. В игре можно летать, прыгать, парить, бежать, плыть, делать селфи, подкатывать к NPC, устроить карьеру повара, суперзвезды, рыбачить, выкидывать бабки на игровые автоматы, строить дом и очень много другого. Больше всего мне понравился байк, на котором можно гонять. Так его еще и халявно дают на 16-м левеле. Кроме того, есть еще много другого транспорта, но лично мне байк зашел больше всего. Кстати, помимо ПВЕ есть еще и ПВП с режимом на 20 человек. К сожалению, до ПВП я не успела дойти, да и я не ПВПшник по своей натуре, мне больше ПВЕ по душе. Поэтому смотрите китайщину. На этом мой обзор заканчивается. Я очень надеюсь, что смогла помочь вам. Если это так, влепи лайк этому видосику и подпишись на Машика. Не будь ленивым тюлеником. А если тебе еще и обзорчики по играм нравятся, тык-тык на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. А также не забывай, что все ссылочки есть в описании к видосику. Спасибо за просмотр, котик. Мау!